Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на апрель 2024 года. Анализируем, планируем и делаем все для того, чтобы этот месяц для вас был самым ярким. Итак, приступаем. Подумайте о тех планах, которые вы себе наметили на апрель месяц, а мы проанализируем, удастся ли их осуществить. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Итак, приступим. Основные энергии этого месяца. У вас здесь ложится тройка монет. Карта работы, продуктивности, стабильности, планирования, оттачивания своего мастерства. Причем оно не обязательно может быть в плане работы. Это могут быть какие-то хобби, навыки. Ну, как вариант. Может, вы хотите себя попробовать в молекулярной кухне. То есть освоить какие-то новые азы кулинарии. Или просто освоить какое-то новое хобби. Конечно же, карта многогранна, и она будет говорить о различных сферах жизни. Мы анализируем, в чем именно. И здесь король жезлов, во-первых, это оттачивать мастерство благодаря взаимодействию с мужчиной огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец. И второй аспект – это ваши собственные амбиции, планы и цели, которые будут ставить перед вами высокую планку. И задавать тон тому факту, чтобы вы активнее развивались и достигали большего. Что касается работы, не зря у вас тут и падает таковые арканы. Здесь, как мы видим, ложится аркан Жрец. Жрец – это всегда обучение, это новый опыт, это новый посыл. Причем, как вы здесь можете получать образование, так и, допустим, эти знания, навыки передавать кому-то другому и, как следствие, получать за это дополнительный доход. Давайте смотреть, как будет открываться эта карта для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, то жрец и рыцарь монет говорят о вашем постепенном, поэтапном накоплении опыта. То есть вы будете обретать какую-то базу знаний, которая впоследствии сослужит для вас хорошую службу, и позволит реализовать себя на новом поприще. Тем более одну колоду у вас здесь ложится двойка чаш. Это ситуация, когда кто-то, вы знаете, как поверил в вас, вам подсказал, помог, направил, и вы действительно будете как губка впитывать новые знания, новый материал, потому что понимаете, что вам это сулит прекрасные перспективы. Для тех же, кто у нас является соискателем, жрец и повешенный. Опять же, это могут быть вопросы стажировки без обещаний подписания контракта, но основной посыл – это ситуация, когда вы обретаете необходимую базу знаний для того, чтобы куда-то трудоустроиться. Сейчас даже открываю, видите, вот падает карта отшельника. Он сидит здесь и ловит рыбу на маяке. То есть это как раз выудить рыбу из пруда, получить ту базу, ту навык, который позволит вам действительно потом работать на работе мечты. Если вы у нас наемный сотрудник, жрец и колесница – это прорыв. Это прорыв, это продвижение по карьере, это ситуация, когда вы можете обучаться за счет предприятия, за счет его ресурсов и перспективы для вас повышения. То есть здесь действительно прекрасные возможности. Если у вас свой собственный бизнес, жрец и туз жезлов. Новые начинания, новый старт, новая идея. В чем именно она заключается? Здесь как вы действительно можете обучаться, так и, допустим, ваш персонал, если у вас таковой имеется, так и вы можете зарабатывать на своих знаниях, проводя семинары, мастер-классы, вебинары или бизнес-тренинги. Потому что, видите, для вас это новая идея, новый рост. Знание – сила, знание равно монетизация. То есть этим вопросом вы будете заниматься. Финансовая сторона вопроса. Королева монет. Прекрасная карта. Аркан, который сам по себе сулит финансы. Хороший достаток, доход. Безусловно, на это может повлиять или этому поспособствовать женщина земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Но неважно, с чьей подачи, с чего содействия. Самое главное, что здесь с финансами все более чем замечательно. Вопросы состояния здоровья. Влюбленные. Влюбленные, с одной стороны, это прекрасная карта. Почему? Потому что всегда говорит о стабильности, о балансе, структуре. Поэтому, как правило, и у нас и эмоциональное, и наше ментальное, физическое здоровье, оно в норме. Но иногда сам по себе аркан влюбленный может указывать, что если у вас
есть хронические заболевания парных органов, ну, к примеру, проблемы с почками, или у вас может быть склонность к частым бронхитам, или вы страдаете отитами, то есть здесь, пожалуйста, обратите на это особое внимание и проведите ряд профилактических мер, которые поспособствуют эти заболевания, так сказать, купировать. А вот вопросы личной жизни здесь на повестке дня король чаш. С одной стороны, для мужчин это вы сами. И здесь быть наполненными эмоционально. То есть это весна в душе, весна в сердце. Тут, конечно, не бабочки в животе, но это, знаете, вы как человек глубокое море, глубокий океан. Потому что страсти здесь тоже будут бушевать нешуточные. Ну а для кого-то это может быть влияние или мужчины водной стихии на развитие событий в личной жизни, или, может быть, взаимодействие с психологом, который действительно поможет вам, так сказать, открыть для себя новые возможности построения стабильных отношений. Итак, смотрим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Что здесь? По двойке монет это ситуация, когда у вас могут быть знакомства, но вы будете их рассматривать больше в дружеской ноте, нежели в личной. Потому что здесь дно колоды рыцарь жезлов. Это, знаете, как есть неприглядный, неподдельный интерес, но вы не понимаете, что со всем этим делать. То есть вас человек больше влечет как там партнер или партнерша, или, допустим, как хороший друг, товарищ. То есть это попытки в первую очередь балансировать в своих чувствах и пытаться в них разобраться. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках. Здесь король чаш и карта маг. Это эмоциональные манипуляции, это желание контролировать союз и развитие отношений. И я могу сказать, вам это удастся, потому что здесь все будет идти по накатанной, то, как вы себе запланировали. Поэтому вы будете ощущать и эмоции, и любовь, и внимание, и поддержку. Потому что, откровенно говоря, здесь все будут плясать под вашу дудку. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, король чаш и десятка мечей. Это ситуация, говорю, головной боли, которую вы придумываете себе сами. В чем она заключается? Что вам не хватает заботы, любви, поддержки, эмоций. И, соответственно, для вас это лишняя головная боль. Но тут нужно грамотно проанализировать ваши эмоции, текущее положение вещей и понять, осознать, что, честно говоря, большинство вы здесь сами себе, знаете, как надумали. Потому что король чаши, десятка мечей – это самих себя истязать какими-то эмоциональными переживаниями, которые под собой по факту не имеют никакой почвы. Если смотреть ситуацию в плане рекомендаций, у вас здесь ложится аркан звезда, карта исполнения мечты, карта достижений, карта очищения, потому что звезда у нас всегда является символом и энергопрактик, и, может быть, работы с шаманами, с целителями, у каждого здесь по-разному. Или просто вы можете в своей жизни практиковать йогу, либо иные энергопрактики или очищение свечами. Суть заключается в том, что, знаете, как очистить свое пространство, почистить свою энергетику и действительно идти вслед за своей мечтой. Пусть небольшими шагами, пусть, знаете, как поэтапно, но самое главное – двигаться вперед. Посмотрим, о чем здесь будет идти речь относительно неожиданности периода, какова будет ситуация. Что у вас здесь? Очень занимательные арканы. Потому что у вас здесь ложатся арканы одиночества, зеркало, страх и мужество. А именно, то есть вот эта ваша отстраненность, уединение, на самом деле, знаете, как, вы просто зеркалите ситуацию. В чем она заключается? Вы зеркалите ситуацию, ситуация зеркалит вас. Когда вы ощущаете себя покинутыми, знаете, как нет поддержки, нет любви, на самом деле посмотрите, а может ситуация зеркалит вас, и вы в свое время так относились к вашему окружению, теперь получаете то, что есть по факту. Если на текущий момент вы свободны, то это попытки отзеркалить, разобрать, допустим, это с психологом, понять, что происходит и по какой причине. Потому что карта страх и мужество – это не бояться заглянуть в глаза своим ошибкам, своим каким-то неверным поступкам, моделям поведения. То есть попытаться их скорректировать или исправить. Ну и опять же, для тех, кто у нас в любовных треугольниках, эта связка арканов говорит о следующем. То есть если сейчас вам оказывают любовь, какую-то поддержку, не ведите себя иначе. Действительно отдавайте любовь взамен. Иначе кто-то в свое время вас также может отзеркалить.
Поэтому вот такой месяц, чтобы у вас исправить эту ситуацию для тех, кто в паре, мы закроем вам соответствующими арканами, чтобы действительно месяц был легкий, комфортный, чтобы шло исполнение мечты и достижение всего того, что вы себе запланировали и надумали. Пусть исполняется все только самое-самое лучшее. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвется для вас информация, какие события произойдут, ну и какие, по сути, будут перемены. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.